История, которая сейчас будет рассказана мной, очень стара и давно не имеет никакого продолжения. Речь идет о мигающих окнах Волгограда. Да, в интернете есть огромное количество роликов на данную тему. И раз мой канал связан с мистикой, почему бы не вспомнить эту историю вновь? Начинается все в 2011 году, когда парень, называющий себя медик-параноик, создает обсуждение на анонимном сайте, где рассказывает о ряде событий, которые его беспокоят. Дело в том, что в доме, расположенном в Волгограде по адресу Краснознаменская 7, на 11 этаже в окнах одной из квартир, начиная где-то с 10 вечера и до 12 ночи, систематически моргает свет. Анонимные пользователи начали высказывать свои предположения, среди которых были вполне ожидаемые версии, такие как неполадки с проводкой или специальная лампа для отпугивания насекомых. Но как потом оказалось, свет моргает уже более 3 лет. Но главный вопрос оставался открытым. Что же происходит в этой таинственной квартире? Медик-параноик с интересом вел наблюдение каждую ночь, создавая видеоролики и фотоснимки с места событий. Свет действительно моргал, а автор также отмечал, что каждое утро шторы были завешены. На одном из видеороликов в окне был запечатлен силуэт человека, который, скорее всего, что-то фотографировал, так как были ясно видны вспышки. К счастью, в дом, в котором жил медик, находился напротив дома с мигающими окнами. В один из дней медик, собравшись силами, совершает несколько попыток попасть в нужный дом, что ему удается не сразу, так как парень был остановлен вахтершей. И лишь заранее продуманная история о съеме квартиры помогла достигнуть желаемого результата. Первое, что отметил медик-параноик, так это наличие камеры лишь на этаже, где расположена таинственная квартира. На других этажах устройств видеонаблюдения замечено не было. Ошибившись с номером, парень сначала звонит в неверную квартиру, хозяйка которой дает понять, что никакой информации она не располагает и с соседями не знакома. Нужная квартира находилась под номером 23. Когда медик нажал дверной звонок, то ему открыл мужчина. Он подтвердил, что свет моргает именно у него, и происходит все из-за неполадок в проводке. Голос мужчины был севшим, и, как утверждал медик-параноик, возраст хозяина был предположительно от 40 до 50 лет. В какой-то момент хозяин квартиры стал говорить медленнее, задумываясь, что сказать дальше. Это может говорить лишь о том, что человек лжет. Парень предложил помочь со светом, на что получил отказ. От всего этого интервью вопросов стало еще больше. Затем история вся затихла до 2013 года, потому что медик-параноик уехал из Волгограда. Новую жизнь эта история получила в 2013 году, когда некто, называющий себя Лифтер Кун, выложил фотографии по данной теме и даже позвонил в дверь таинственной квартиры, но ему никто не открыл. Парень говорил, что на этаже стоял ужасный запах. Некоторые впечатлительные пользователи тут же начали относить этот запах к трупу, но данные догадки не были ничем подтверждены. По словам молодого человека, в окнах до тех самых пор моргал свет, и парень был готов совершить попытку попасть в квартиру ночью. После сообщения о своих планах Лифтер Кун пропал и больше не писал в темах, касающихся окон. Такая же участь ждала и других, желающих посетить или узнать правду об этой таинственной квартире. Загадка мигающих окон так и не была разгадана, а пользователи, которые пропали, так и не вышли на связь. Утверждать, что они стали жертвами каких-либо ужасных событий, я не могу. Как я не могу сказать точности о том, что вся история не является хорошо спланированной постановой. Вот и ролик подходит к концу. Огромное спасибо всем, кто посмотрел его до самого конца. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всей этой ситуации. Я всех читаю и стараюсь каждому отвечать. А с вами был Дима Котов. Еще увидимся.